Привет всем! Меня зовут Надя, и вы на моем канале о вязании. И в этом видео мы будем вязать вот такой узор для корзиночки из полиэфирного шнура, может быть и для сумки. Этот узор я назвала «Косые галочки в раскол», потому что он выполняется практически точно так же, как и узор галочка, с одним небольшим изменением. У меня есть заготовочка из полиэфирного шнура, идеальный круг в 6 рядов. Как вязать идеальный круг, ссылка будет по подсказке, либо внизу в инфобоксе. И я перехожу к вязанию узора. Первый ряд, первый подъемный ряд этого узора будет самый обычный, столбики без накида. Вставляю крючок в косичку и в перемычку. Вот так. 2 ниточки подхватываю. Подхватываю рабочую нить, делаю воздушную петлю подъема, которая играет роль первого столбика без накида. Следующую точку опять в косичку, в перемычку, подхватываю, делаю второй столбик без накида, в косичку, в перемычку, вот так, подхватываю, вяжу по одному столбику без накида до конца ряда. Последние петли в этом ряду. Последняя петля у меня приходится в соединение предыдущего ряда. Вытаскиваю петлю побольше. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю. Вот это у меня была первая подъемная. Вот она, первая горизонтальная. Вот так. Подхватываю открытую петлю. Вывожу ее наизнанку и дальше накидываю открытую петлю на корзиночку. Первый ряд готов. Петлю затягиваю, 2 движения, чтобы образовался плоский узелочек. Вот так вот затягивать не надо. В 2 движения затягиваю. 1, 2. И перехожу к вязанию уже первого ряда самого узора. Делать подъемную петлю я буду на шаг вперед от соединения. Этот узор довольно простой, и он будет отличаться от галочек лишь тем, как будет выходить крючок фактически с изнаночной стороны. То есть если галочка в раскол делается, вставляю крючок в раскол, что с лица, что с изнанки, выходит между ножек, да, вот так вот. Выходит с изнанки и вот с лица. Здесь будет с лица между ножек, а с изнанки крючок выйдет справа от ножек, если мы будем смотреть с изнанки. То есть не вот сюда, не между, а справа. Подхватываю рабочую нить, делаю первую петлю подъема на следующий ряд. Опять с лица в раскол, а с изнанки вправо я увожу. Ну, фактически я подцепляю нитку в раскол и завожу крючок за 2 дужки косички. И тогда она выходит с изнанки вправо. И видите, мои галочки как бы становятся немножко косыми. Они смотрят в ту сторону. Продолжаю вязать так до конца ряда. А в конце ряда делаю опять бесшовное соединение. Последние петли в этом ряду. Предпоследняя петля. Тоже вывожу крючок вправо или влево, если смотреть с лицевой стороны. И последняя петля. Она была сделана в соединение. И вывожу крючок влево. Делаю бесшовное соединение этого ряда. Вытаскиваю петлю побольше, нахожу первую горизонтальную петлю, вставляю в нее крючок, подхватываю открытую петлю, вывожу ее и затем накидываю петлю на корзиночку. Затягиваю петлю в 2 движения для того, чтобы образовался плоский узелочек. Третий ряд. Снова делаю подъемную петлю на шаг вперед от соединения предыдущего ряда.
Вставляю крючок в раскол и увожу его, если с лица смотреть, то влево, а с изнанки он выходит справа. Подхватываю рабочую нитку, делаю воздушную петлю подъема. Следующий столбик. Увожу крючок в раскол и под 2 косички. Подхватываю нить, провязываю. Опять в раскол и под косички. Подхватываю нить, провязываю. И видите, мои петли, мои галочки, они все смотрят туда, влево. Вяжу так до конца ряда. В конце сделаю бесшовное соединение. Последние петли в каждом ряду, если вы делаете такое же соединение, как я, делаются следующим образом. С лица вставляю в раскол опять, а смотрите, с изнанки я увожу крючок. Вот у меня сейчас предпоследняя петля. Она идет перед соединением. То есть я подхватываю левую дужку петли и вот сюда увожу крючок. Вот так. То есть вот как он выходит с изнаночной стороны. И вот как это выглядит с лица. Подхватываю нить, провязываю. И дальше идет самая последняя петля. Это соединение. Ее я увожу опять-таки под левую ножку и вот сюда. Просто под 2 дужки верхней косички. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. Снова подхватываю рабочую нитку. Завершаю этот столбик. И дальше опять-таки делаю бесшовное соединение конца ряда. И вот какая корзиночка получается в итоге у меня. Так. С лицевой стороны шов проходит где-то вот здесь. Он идет наискосок. Вот смотрите, по изнанке его видно лучше. Потому что на изнаночной стороне остались еще такие стежки. Вот они. И их видно. А с лица я уже не могу найти, где здесь шов. Но если присмотреться, может быть, что-то и можно обнаружить. Узор довольно плотный, он подойдет и для корзиночек. Очень хорошо видно, как корзинка держит форму. Кратность в этом узоре не важна, поэтому можно вязать им и круг, и донышко, и, соответственно, круглые сумочки или овальные сумочки. Если вам понравилось это видео, если оно оказалось для вас полезным, не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще почему-то не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.